Итак, ребят, приветствую вас всех на своем канале Амадея Таро. С вами Вероника. Сегодня записываю видео о празднике под названием Йоль. Сегодня мы посмотрим, я вам немножечко расскажу за него. И мы с вами посмотрим, чем же вам лучше заниматься в этот праздник, да, что он вообще вам принесет. Будет общий расклад и будет по вариантам. То есть как-то, в общем, я постараюсь это посочетать. Еще я подумаю в процессе. Вы пока можете выбирать свои варианты. Первый зеленый, второй белый, третий голубой. Ну, а я вам немножечко расскажу про праздник сам. Смотрите, основная тема вообще праздника Йоль, который наберет свой пик, давайте скажем так, это с 21 по 22 декабря. Вообще суть этого праздника в том, что именно в эту ночь идет победа света над злом. То есть это день зимнего солнцестояния. Там еще много чего можно о нем рассказывать, вникать в него. Но мы поговорим тезисно буквально. Кому будет интересно, те могут найти для себя информацию в интернете. В этот праздник желательно сделать подношение богам. Или своему роду, там уже по вашему желанию. Это, кстати, вам принесет определенные сюрпризы в вашу жизнь. Особенно если сделаете эти подношения 21 либо 22 числа. Вообще Йоль начинается 19 декабря и заканчивается 1 января, практически 2. И, кстати, эти 13 ночей определяют, каковым будет ваш следующий год. И в эти дни, вот чтобы вы понимали, они намного сильнее, нежели праздники, которые идут как, по нашему обычаю, да, христианскому, там после 1 января праздники, что там, Рождество, Крещение, что-то такое, короче, я в них не особо, точнее, я разбираюсь, но я просто их не помню. Вот. Поэтому мое вам напутствие такое, что отнеситесь, пожалуйста, к этому периоду с 19 декабря по 2 января очень, не то чтобы серьезно, а понаблюдайте, как ваши дни проходят. Можно, кстати, провести медитацию. Вот. Медитацию с вашим родом. Но также можно провести ее и непосредственно с божеством Йоля. Вот, он изображен на этой карте, это священный олень. Давайте я для вас его так назову. Вот, я сейчас вам зачитаю текст, а вы можете попробовать помедитировать. То есть можете представить в конце этой медитации как этого оленя, так и ваш род. Возможно, они к вам выйдут. Это уже у каждого по-разному будет. Вы мне потом отпишитесь. Вот, мне будет интересно, если кто попробует для себя данную медитацию, как она у вас сработает, то есть что вы увидите. Итак, я сейчас читаю. И вы, в принципе, можете эту часть записи использовать для того, чтобы войти в определенное состояние транса. Давайте так скажем. Итак, вы закрываете глаза и начинаете обратный отсчет от 9 до 0. С каждым выдохом вы все больше расслабляетесь и постепенно входите в состояние покоя. Перед вашим мысленным взором вырастает огромное дерево. В стволе этого дерева есть дверь. Вы открываете ее и попадаете в некую сказку. Присмотритесь, что окружает вас.
После того, как вы изучили атмосферу, вы понимаете, что видите очень красивый храм. Также слышите тихую песню фей, а все вокруг украшено в йольском стиле. Вы входите в этот храм и видите, вот здесь нужно присмотреться к тому, что или кто к вам придет. Посмотрите, что вас будет окружать на этой поляне, в этом храме, как будут одеты те, кто к вам выйдет навстречу. У них вы можете спросить, как вам лучше проводить эти 12 ночей, 13, да? На что вам стоит обратить внимание. Возможно, вам покажут какие-либо символы, которые для вас в следующем году будут служить некими талисманами. Также можете разузнать как можно больше, какими травами вы можете окуривать, к примеру, дом, или проводить определенные ритуалы, какие камни вам необходимы, либо сейчас помогли бы. Информацию вы можете узнавать постепенно, в несколько заходов, и всегда старайтесь записывать все, что вы видите, все, что вас окружает, и тем более все, что вам говорят. Во-первых, это базовая медитация, то есть здесь ничего сложного нет для вас. И я просто читаю с определенной книги, да, и перетасовывала карты, не глядя, как закладки оставляла. И вот именно на эту медитацию выпадает карта «Книга теней». Магия предметов. То есть я хочу сказать, что через эту медитацию вы получите некие знания либо от своего рода, либо же от тотема этого праздника. Возможно, к вам навстречу ваши ангелы-хранители выйдут. То есть у каждого будет по-разному. Ну и, конечно, как уже говорила, мне было бы очень интересно почитать, что же будет у вас и кто будет у вас. Если будут какие-то у вас, моменты, да, чего-то вы не будете понимать, значение определенных предметов, вещей, слов, можете писать мне, я вам помогу в расшифровке. Что же вам попытаются донести, да, в столь интересный период. Обязательно, ребят, сделайте подношение роду, подношение богам в этот день. Это избавит вас от тех ситуаций, где вас хотят сделать жертвой. То есть влиять на вас, понимаете, да, на вашу психику, на ваше решение, на вашу волю. Вот. При моей определенной медитации мне почему-то сказали, что именно в этот праздник, в этом году, помимо основных, да, ингредиентов, нужны яблоки и кунжут в дары. То есть, там уже смотрите по себе. Захотите, значит, сделаете. Обнуление будет каких-то вопросов, то есть определенные темные программы будут с вас сняты, вплоть до того, что их больше никогда никто на вас не сможет ни натянуть, ни одеть, ни заказать, у кого бы то ни было. Итак, смотрите, по основным значениям праздника я уже сказала, что это начало нового, это начало новых дел, проектов. Это период, когда вы находите источник негатива и избавляетесь от него. Привлекаете удачу, также можно привлечь и другие блага. То есть это очень мощный день силы по колесу года. Смотрите, с какими богами, богинями можно работать. Аполлон, Атис, Кронос, Гелиос, Янус, Лун, король Падуб и Сол. Из богинь Фортуна, Гея, Хекет, Хатор, Нейт, Минерва. Цвета в этот праздник, то есть можно использовать как ткань, как свечи, особенно для ритуалов хороши. Это зеленый, красный, белый, золотой. Ткани, кстати, можно с орнаментом использовать.
И очень хорошо подойдут для ритуальных практик старые гобелены и полотенца этих цветов. Из камней у нас идут кровавый камень, рубин, кошачий глаз, змеевик, гиацинт, изумруд и бриллиант. Ну да, особенно вот нам бриллиант поможет. Чувствую, вот прям, понимаете, вот чувствую, бриллиант в этом году вот нам поможет. Из растений амела, шишки вечно зеленых растений, дуб. Деревья по дубу, астролист еще его называют, ель, сосна, можжевельник, кедр, плющ. Животные по тотемам. Помните, я говорила за медитацию? Так вот, если кто из вот этих следующих животных выйдет, это будет крайне-крайне хорошо для вас. Это олень, заяц, мышь, конь, медведь и белка. Ну и сказочных созданий там зимние эльфы, феи, духи зимы, снега, ёльский козел и ёльский кот. Если кто в курсе, хорошо, кто не в курсе, кому интересно, почитайте о них. Так, смотрите, из аромамасел можно использовать даже, ну как можно, лучше бы использовать в эти дни розмарин, кедр, шафран, апельсин, лимон, сосна, фиалка, пачули, розовая герань и сирень. Так, и самое основное, что по подношениям. Смотрите, мандарины, апельсины, сладости, чай с корицей и семенами аниса. Не обязательно чай делать. Кто желает, можете приготовить. Божествам вот нравятся все вот эти вот штучки, когда мы сами готовим, печем, им делаем подарки. Вот от этого они просто, ну, в восторге. Ну, вы сами любите, когда вам делают подарки, правда ведь? Можно отдельно эти семена, да, отдельно корицу и отдельно чай сделать подношение. Потом печенье обязательно. Возможно, пироги кто-то печет, пожалуйста. Вообще хорошо. Если пироги с апельсинами сделаете там, это будет просто шик. Сухофрукты и орехи. Это что по подношению. И, кстати, еще с любовью что-то будет связано у многих из вас. Итак, ребятки, надеюсь, информация про июль вам была интересна. Захотелось мне с вами поделиться ею. Кто воспользуется медитацией, пожалуйста, еще раз прошу, пожалуйста, не стесняйтесь, пишите, если что-то будет непонятно из того, что вы увидите. И я вам все объясню, к чему вам и что показали. Ну, если кто в курсе, кто в теме, что такое медитация, практикуют уже такие вещи, и как бы, ну, надеюсь, что-то новое вы для себя почерпнули. Короче говоря, у нас сегодня 3 варианта. Как я говорила, вы уже выбрали. Но перед тем, как делать эту волшебную карту праздника, я в колоду кладу. Посмотрим, выпадет ли она кому-то из вас. Это будет вообще как амулет-талисман. Считайте, что вы под счастливой звездой будете. Так, сейчас я сделаю общий расклад по тематике праздника для всех, а потом для каждого варианта я посмотрю, что вам необходимо делать из ритуалов, что вам и для чего поможет. Вот так вот. Итак, давайте-ка общий расклад. Так, это ваше душевное состояние. Это то, как праздник на вас повлияет. Эта карта нам расскажет, как же вам преодолеть личные внутренние проблемы. Именно как этот праздник вам поможет это сделать.
Здесь мы посмотрим, что от вас уйдет. То есть больше оно вас касаться не будет. Знаете, как умрет и все, больше не вернется. Хотите, вот как карма, какая часть кармы закроется? Эта карта нам расскажет, что родится с праздником в вашей жизни. Ну и это, так сказать, совет, талисман, амулет, то, на что равняться нужно. Смотрите, ритуалы приведут к освобождению. Вот освободят вас от чего-то. Так. Мы обязательно сейчас посмотрим еще по другим колодам, которые вот здесь вот у меня лежат. Уточним. Итак, давайте-ка поглядим, что же нас, всех моих подписчиков канала и гостей оного ожидает в праздник Йоль. Кстати, перед тем, как я начну это все открывать, хотела вам еще сказать, что в период с 19 по 23-24 мое величество, давайте скажем так, это я, конечно, шучу, будет отсутствовать. Я буду на местах силы в эти дни силы. И надеюсь, что за эти 5 дней, скорее всего, у меня не получится ничего для вас отснять. Вы не разбежитесь. Ну, кто разбежится, значит, так надо будет. Кто не разбежится, я вам буду крайне признательна. Значит, вы молодцы. А значит, для вас будут некие сюрпризы в раскладах после Йоля. Вот так, маленькое объявление. И давайте-ка начнем. Посмотрим, ребят, ваше душевное состояние. Ваше душевное состояние, ребята, думайте, о чем говорите. Кому и что вы говорите. Ну, знаете, здесь основное, вот, во-первых, новость вам будет какая-то по поводу вашего душевного состояния, либо вы ждете ее. И знаете здесь как? Не лгите. В первую очередь самому себе. Не лгите. Душевное состояние. Обманываете себя, что ли, в чем-то? Сейчас посмотрим, что у вас там или тут. Посмотрим карту в деталях. Ваше душевное состояние. Разочарование у вас, да, 5 стрел, ребят. Стесненные обстоятельства, где-то вы чувствуете себя жертвой. Знаете, как вот, как будто на вас ведут охоту. Песня вспомнилась Высоцкого. Ну да, охота на волков почему-то вот. Видимо, кому-то из вас она нравится. Новости будут. Вы скрыты, вы ограничены в каких-то в каких-либо действиях, либо даже мыслях. Что-то хотите, возможно, сделать, а не можете. Ну и здесь инстинкт самосохранения, по этому поводу и будут у вас новости для того, чтобы вы что-то для себя поняли, что-то вам высветят. Еще это кармическая ситуация. То есть здесь под старшим арканом суд эта карта, поэтому так должно было случиться для того, чтобы вас вывести, видимо, куда-то или к чему-то. Давайте от рода посмотрим по вашему душевному состоянию. Помощь, я же сказала, ребятки, тут будет помощь. Вот так-то. Ждите, все наладится, все придет, все образумится.
с вашим душевным состоянием. Теперь посмотрим, как праздник повлияет на вас. Ух ты! Ребят, в лучшем случае это освобождение. Карта Самайна, конечно, да, это проклятие. Возможно, кто-то будет где-то замораживать вас, но вы заморозите их, так как помощь мы от предков видели. Здесь знаете как? Они делать-то делают, но вы избавляетесь. Здесь очищение, освобождение. Сейчас мы еще уточним, что вам праздник принесет более детально. Точнее, как он повлияет. Да, в этот день силы с 21-го. Вообще, если, хотите, то некоторые практики подготавливаются заранее. Тем более здесь у нас новолуние и затмение было, они уже готовились. И где-то 19-го можете начать уже чувствовать на себя воздействие. 19, 20, 21 числа как раз день силы. Программа набирает обороты. В ночь с 21 на 22, если вы не под защитами, если вы ничего не предпринимаете, ожидайте, сюрпризы будут только так лететь. Потому что там врата открываются с Нави у нас. И собственно говоря, ожидайте сюрпризов, да? Итак, уточняем, как праздник будет влиять на вас. Ну, знаете, вы здесь приспособитесь, ребят. Вот как-то приспособитесь. Возможно, баш на баш. То есть делают вам, но вы что-то предпринимаете, отбиваете вот в таком роде. Сейчас от рода посмотрим, что вам скажут. Как праздник на вас повлияет. Предки. Ребят, с предками сотрудничать будете. То есть хорошо повлияет праздник. Возможно, здесь помощь предков будет очень сильная. Они вас, как знаете, направят. Скажут, а ну-ка, вот это взял, вот это сделал, и молодец, можешь отдыхать, допустим, да, все, поработали. Здесь предки вот прям помогут вам. И хорошо помогут. Так, то, как праздник, Йоль, поможет вам преодолеть различные проблемы. Внутренние. Ясновидение, ребят, ну о чем тут еще можно говорить? Следите за своими снами, пожалуйста. Все вы там в них узрите. Как еще праздник вам поможет преодолеть личные внутренние проблемы? Или различные. Здесь что-то с прошлым, но знаете как? Покажут либо за прошлое, и вы поймете, что к чему было. Может, у вас какая-то ситуация, знаете, вот такая, думаете, блин, случилось, а причина, а почему, а какого фига, да, вот чувствуете, есть подтекст какой-то. Вот что-то из этого. Там, где вы, ну вот с прошлым у вас сожаление, ностальгия связана, воспоминания у вас идут. Вот что-то вы для себя как откроете. И получается, что как он помогает? Тем, что вы, погружаясь в свое прошлое, возможно, кто-то, да, за детей будет переживать, погружаясь в свое прошлое, вы прорабатываете какие-то аспекты себя и отпускаете их, потому что здесь у нас идут, заморозка. Видите, тут руна Иса, то есть тоже неплохо. Только сильно себя не перегружайте. И здесь еще воссоединение. Здесь воссоединение может быть с предками, с собой собственным, через медитации определенные. Поэтому тоже, в принципе, по-своему неплохо. Интересно. Здесь понимаете как? Вы как к какому-то источнику придете. Понимаете? Это не человек. Это род.
это знание, это источник вашей мудрости, если хотите. Я же сказала, ну вы представляете, учение. Карта выпадает учение. Да, здесь род вам будет какие-то знания, видимо, передавать. Через ясновидение это все сможете увидеть. Возможно, вообще начнете обладать ясновидением, то есть прокачивать в себе это. Я перфекционист гребаный, знаете, вот должно все ровненько лежать. Так, ладно. Если бы у меня еще такой же порядок в доме был, было бы чудесно. Так, едем дальше. Смотрим, что вот вообще умрет, уйдет из вашей жизни. Плодородие. Опа! Уйдет. Ну, если, знаете, ну, чисто поржать, возможно, какой-то рогатый мужик из вашей жизни уйдет. Бородатый. Плодородие. Все, я поняла. Смотрите, сама карта выпала. Здесь десятка мечей. Здесь, видимо, вам перекрывали и ваш дар, и вашу связь с родом. Ваши... Вообще все, что могло бы в вашу жизнь привнести плодородие. Сейчас я еще уточню вот этой картой. Да, слушайте, я поняла. Здесь знаете, что делали? Здесь делали деструктивные программы на вас. Чтобы у вас не плодородие было в жизни, а возле вас стояли охранцы из рода, из вашего, которые привносили деструктивные и негативные сюжеты жизни других людей из рода. Ну, допустим, да, там вот не везет в личной жизни, не получается свой бизнес открыть, не получается найти хорошую работу, у кого-то не получается там детей, да, ну, зачать. То есть, ну, много чего. Вот этот пласт был поднят, а пласт плодородия был заблокирован. Вот это все уходит. То есть здесь люди начинают, берут все в свои руки, и у вас начинается период плодородия. Если хотите, вы помните, я говорила, здесь все-таки закрытие вот этой, так сказать, негативной кармы по вашему роду. И теперь к вам выйдут охранцы с рода, у которых была благостная жизнь, то есть наполненная. Кто, может быть, там царем был, знаете. Ну, всякие же были, да, эпохи, и, ну, каждого род он глубоко уходит. То есть здесь, наоборот, они выходят к вам. Вот так вот. Это то, что вот с Йолем уйдет. С вашими подношениями вот боги заберут вот эту вот ерунду из вашей жизни. Так, что у вас родится с праздником? Что к вам придет? Выбор. Выбирать будете, ребят. Плюс здесь знания. Причем в магии знания будут определенного рода. Выбор. А ну-ка, что еще придет? Выбирать сможете. Но выбирать тоже нужно с умом. И иногда, когда ставят на выбор, пытаются нас со своего курса сбить. Выбирать вы здесь будете, ребят, свое окружение. И выбирать вы будете только тех, кто приносит вам радость. Вот так вот. К вам приходят люди ваших вибраций. То есть, которые отдают вам столько же, сколько отдали вы им. Взаимовыгодный, взаимоправильный обмен энергиями. Это и радость, и счастье, и пошутить, когда и пожаловаться на что-то. Да, вот все будет в балансе. Кстати, вот Таро веретника почему-то не выложила сюда. Что у вас угаснет? Давайте-ка вернемся. Слушайте, ситуация, когда вот
бесплодные начинания были, долго длилось. Долго длилось у вас. Здесь падение врагов, ребята. Возможно, годами у вас эти войны длились. Возможно, вы и не подозревали, что вам делано было. И вы уже думали, на мне и венец безбрачия, и я вообще какая-то не такая, у меня что-то не получается, ну или не такой. Нет, это все были негативные магические программы. Черные программы, давайте скажем так. И это все уходит. Итак, по выбору, как я уже сказала, что здесь? Оберег, ребят, оберег. Все отлично, просто замечательно. Здесь к вам в пространство уже люди токсичные, люди-манипуляторы войти просто не смогут. Их будет сама Вселенная, ну, убирать с вашего пути. Итак, смотрим последнюю позицию. Она называется в раскладе Йольская звезда, да, как ваш оберег. Вообще, что здесь? Обалдеть. Все новое, ребят. Все новое. Жизнь новая, если хотите. Понимаете? Люди вокруг новые. Это новое место жительства, новое место работы, новые знания. Идете, обучаетесь, куда-то едете, путешествуете. Узнаете много нового и интересного. Карта отчаяния. И что отчаяние? Обнуляется, да? Да, девочки, мальчики, все. Вот это... Смотрите, здесь десятка мечей, здесь девятка мечей. Все, это все уходит, разрушено это будет. Вся вот эта ерунда, вы, видимо, познали себя, вы вышли на свой путь предназначения. И весь этот негатив, он остается позади. Все, кто вам что-либо делал, будут теперь просто хлебать по полной программе. Но вас это не касается. Вы прослушали, что лично вот эти моменты проработаете внутренние. И идите вперед. И все-таки посмотрим сюда. Да, вы как узнаете, у кого был скрытый умысел. Люди, знаете, как начнут палиться, у них пойдет разочарование. Они сами будут под этими мороками, не будут знать, куда идти. Будут, возможно, некоторые из них приходить к вам жаловаться. То есть, смотрите, не впускайте, вам как бы сейчас энергии сами этого праздника, да, ну, уберут, помогут. Не впускайте вот людей. Понимаете, вот тоже как в комментариях мне написали, мол, ну вот ушел, да, а я ему помогаю, мол. Ну, молодой человек, видимо, ушел к другим берегам, но прислушивается к моим советам. Девочки и мальчики, я знаю, что и у мальчиков есть такие ситуации, я вас слезно прошу, научитесь любить себя настолько, чтобы не тратить свое время на людей, которые вас предали. Это чувство собственного достоинства. Понимаете? Вот представьте еще 200 лет назад, чтобы какая-то, я не знаю, там барыня, да, далеко не крестьянка, позволила бы себе это. Да, были свои ситуации, но вы понимаете, о чем я, да? Поймите, что вы достойны большего и лучшего. Не нужно никому быть карманным психологом. Не нужно на этих людей сливать свою энергию. Вам есть что в себе проработать. Вам есть куда идти. У вас закрытие негативных программ. Поверьте, энергетически это тоже для вас будет затратно. У вас все лучшее, к вам новое идет. И знания, и люди, и общество, и окружение. Старое все рушится, да, на это потребуется время. Но смотрите, все, кто вам придут из прошлого, кто вас предал, и начнут даже жаловаться, не думайте, что люди, может, даже будут землю жрать, понимаете, у ваших ног. Но
не думайте, что все из них реально раскаялись. Здесь люди идут с подлостью, они ваш ресурс хотят заполучить. И прежде чем человека вот так к себе подпускать снова, проверьте его. Да он сольется сразу же, потому что они слабохарактерные и... Понимаете, я еще заметила такую тенденцию, что... Ну вот бывают разные ситуации в жизни, ты встречаешь какого-то человека, ну и просто так, не задумываясь, да, сразу даришь ему, допустим, свое какое-то там тепло, свое уважение, свою заботу, свое время, да, поддержку, что еще, доверие, да, ты доверяешь человеку. И этот человек, он хренеет и думает, что это его заслуги, понимаете? А вы это делаете, ну потому что, может, в прошлом что-то не сложилось, или да просто от широты души, понимаете? Или еще какие-то моменты. Другой вот начинает это воспринимать как данность, садится на голову, а потом еще и вам темп ритма жизни задает. Это делай, то не делай, потом унижение, оскорбление, подавление вашей воли, манипуляция вашими чувствами, понимаете? Ну, таких личностей, они когда возвращаются, они думают, что они вот так все легко опять получают. Они не понимают, почему не срабатывает, понимаете? Они не в состоянии понять, что такое наполненность внутренняя. Они только в состоянии из вас выпить, но никогда вот подобные личности вам не дольют вот этой радости, вот этой заботы, уважения, понимаете? Отпускаете прошлое. Здесь ему, ну, вообще не просто здесь и сейчас, здесь, я имею в виду, в нынешних энергиях планеты Земля прошлому просто нет места. Эти люди сейчас будут очень-очень жестко проходить свой путь. Поэтому, да, я же сказала, смотрите, с покаянием придут, а подтекст... Ну, во-первых, да, у них сломанная воля будет. Они сами будут под негативными программами. Вы только с себя их снимете, а оно придет. Примите. Начнете общение. Вот его белиберду, всю грязь на себя оденете. Но оно вам надо. У вас есть над чем работать внутри себя. Я же вам сказала. Занимайтесь собой, пожалуйста. Любите себя, уважайте себя, имейте чувство собственного, мать его, достоинства. Вот как-то так, по общему раскладу. Это для нас всех, как я уже сказала, для зрителей моего канала, потому что все равно с общим потоком, я понимаю, бывает кто-то смотрит, ничего не пишет, просто наблюдает. Бывают люди, те, которые пишут постоянно комментарии, есть те, которые пишут мне в личку. То есть, но... Я прекрасно понимаю, что определенный тип людей притянулся на мой канал. Кстати, у нас уже больше подписчиков, за что я вам несказанно благодарна. Скоро нас будет 100 человек, и я запишу видео, как я уже говорила, со своей мордой лица. Вот, вы себя морально подготавливаете, потому что, как всегда, голос это одно, а увидите воочию и скажете: о, бля. Ну, короче, слишком не пугайтесь. Так, и на вот эту вот позицию я еще в начале хотела посмотреть по оккультному таро на звезду Йоля. Что же нам скажут с вами? Что же нам скажут темные, да? Да, ребятки. Ну что? Здесь они говорят, что Махач, ребят, изучение, во-первых, да, здесь прокачка ментала, здесь прокачка 5-й чакры, больше уверенности в ваших словах будет звучать. Здесь сила слова вашего возрастет. Здесь вот эти недоброжелатели увидят в вас воина, увидят в вас тот стержень, который вы от них скрывали, дабы не травмировать их
хромоногую психику. Ой, ранимую психику. Ну, вы поняли меня, да? Ой, они же такие нежные у нас. Поэтому на самом деле жалость — это вторая сторона злорадства. Ребят, когда мы кого-то жалеем, мы подсознательно, ну, это срабатывают наши психотравмы детские и комплексы, и желание кому-то покровительствовать, знаете, как из области вот таким образом, ну, себя возвышаем. Это тоже нужно прорабатывать, это не есть плохо, это не есть хорошо, это просто есть либо не есть, и это просто, ну, как бы нужно учитывать. Покровительствуйте тем, кто готов с вами на вот этот равноценный обмен, на 3 кубков, понимаете? Вот вам и выбор. Не выбирайте деструктивных людей в ваше пространство. Выбирайте тех, которые вам счастье будут приносить. Которые вам как оберегом будут служить, понимаете? Как ваш собственный круг людей, которые будут на одной волне, а не вот это вот. Кака-макака. Вот так вот. Ну и теперь, ребят, сейчас я вот это все уберу и пойду сразу по вариантам, посмотрю, что же вам в Йоль нужно сделать, на что обратить внимание и что там будет по практической части, по ритуалам. Итак, ребята. Зеленые камушки. Сегодня у нас первый вариант. По подготовке могу вам сказать, что здесь, ребят, как бы вы не встретили свою вторую половину, да на местах силы, или же сам род к вам приведет этого человека. Главное, знаете, как даже бор с яичницей не спутайте. Может, еще кто из прошлого подвалит. Так, давайте сейчас кратенько поглядим, какие ритуалы вам вообще на Йоль нужны. Творчески подойти вам нужно. С водой поработайте. Вам нужна эмоциональная стабильность. И аккуратно обходить все провокации. Вот. Плюс, да, я же сказала, здесь к вам кто-то как будто бы подкатит, какое-то предложение сделает, но осторожными нужно быть. Смотрим по ритуалам, да. Да, глядите, еще кто-то из прошлого подвалит, ребят. Но мы смотрим по ритуалам. Во-первых, творческий подход, с камнями поработать обязательно, с водой. Воду в дар в каком-то варианте, по-моему, по недоброжелателям было, что я говорила, что 3-й вариант там был, что нужно... Нет, не по недоброжелателям. В последнем видео, как прошли ваши ритуалы, вот 3-й вариант для вас, это тоже, да, там с водой поработать обязательно. И знаете как, так, чтобы в воде отражалось, было ваше отражение, короче говоря, чтобы вы отражались. Но здесь на природе работать надо. Да, ребятки,
третий вариант, последнее видео. Кто на него попал, вот и ваша карта выпала. Здесь кто-то попытается вас окормить, опоить. Будьте осторожны. И плюс еще кто-то к вам, знаете, вроде как случайно встретили знакомого из прошлого. Что-то или там дружили, расстались, оп, этот человек выпал с вашей жизни, да? Вот, короче говоря... Блин, так хочется, чтобы карты были видны, вот картинки. Вот это вот к вам. Будьте аккуратны, пожалуйста. Кто-то как будто бы захочет вам крадник еще налепить на ваше творчество. Да, потому что через творчество у вас, видать, денежки идут. Держите эмоции, короче говоря, не поддавайтесь на провокации, если вдруг встретитесь, да, не давайте вас дезориентировать, я бы вот так сказала. Мечом рубите и все их, но при этом нужно быть гибким. На открытие дорог, значит так, против опоева кормов, против крадников вам нужно... На денежку что-то поделайте. И на то, чтобы вам, знаете, как прокачайте свое ясновидение. Что-то на личный дар. Вот связанное с прорицанием вам нужно. И вот эмоционалка, опять говорят. Во-первых, смотрите аккуратно, кто в ваше пространство захочет залезть. Там что-то захотят сыграть на вашем чувстве вины каком-то, понимаете? И может какая-то, извините меня, ненормальная личность, которая, вам поднасрала, вам же там и магию тулит, да? Захочет еще рассказать, что это вы сами в этом виноваты. Есть такие персоны, да, есть, недалекие. Поэтому здесь как-то вот так по ритуалике. Плюс еще, вот сказала уже, с водой ритуалы. Также с монетами и с яйцами. Вот, в принципе, направление и куда двигаться вы услышали, надеюсь. Ну, давайте вот, если все это проведете, как у вас. Да, ребят, смотрите, здесь кто-то хочет из прошлого с вами примириться. Друг, бывший любовник, не знаю я. Но будьте осторожны с этим человеком. Вот будьте осторожны. К тому, кто входит в ваше пространство. Всему новому, да. Но границы держите, пока вы не узнаете человека. Всему старому нет. Нет. Так что вот так вот. Первый вариант, зеленые камушки. Для вас получилось на праздник Йоль. Благодарю вас за просмотр. Оставляйте ваши впечатления, лайки, дизлайки, комментарии. А я вам желаю добра этого мира. Пока-пока. Итак, второй вариант. Белые камушки. Я приветствую вас. Давайте-ка посмотрим, что вам там по ритуалике и к чему быть готовыми. Ой. На праздник Йоль. Охранять свои территории и границы будете. Здесь будет покушение на ваш финансовый канал. Будьте осторожны с теми людьми, с кем вы сотрудничаете. Здесь может быть по рабочим моментам вопрос. Да, ребят, кто-то есть в вашем пространстве, кто на вас магичит.
на ваше творчество, на ваш запал, на вашу искру. Зависть вообще валит полным ходом. Здесь враг, конкретно враг. Для некоторых даже это кто-то и по любовной сфере. Почему? Потому что прельщает ваша стабильность, вы королева пентаклей, понимаете? И хотят это закрыть вам и притянуть вас к себе, дабы ваш ресурс забирать. Само выпало. Что тут выпало? Заклинание вам на богатство, процветание, открытие дорог нужно. С шиповником и с папоротником вам поработать надо. С темными из своего рода, кстати, ребят, работать надо. С темными. Дары им несите. Они помогут устранить вот эту десятку мечей, вот этого врага недоброжелателя. Здесь, конечно, в идеале поработать было бы со змеями. Но это уж такое, да, ребят, здесь, воздействие опять тоже через воду будут и тут эмоции, захотят вас, чтобы вы эмоционировали, влюбились по ходу. Здесь сделают на то, чтобы вы хотели человека. Работайте с темными ипостасями богов, пожалуйста. На Йоль, смотрите, Йоль вам выпал. Второй вариант. Помните, вначале я говорила в видео, что кому выпадет, вы прям под счастливой звездой. На Йоль обнуление это все сможете сделать. Вот этого всего деструктива просто 90. А ну-ка, секунду. Хочу посмотреть на этой колоде. Один вопрос. Стоит ли вам работать на кладбище в этот праздник? Не стоит. Нет, на кладбище не суйтесь, не потянете в этот день силы. Откровение получите. Вы узнаете, кто что против вас делает, плюс еще здесь договора у вас могут с темными начаться, может потом дальше пойдете на кладбище, если ходите, значит другой день вам просто туда нужно будет сходить. И как-то эта ситуация вот обнулится очень хорошо. Здесь заклинания, заговоры, выходите на связь со своим родом. Плюс работайте на открытие дорог, отсечение каналов. Вообще в любой непонятной ситуации отсечение каналов очень хорошо. При любой вообще программе, которую бы ни ставили, понимаете, с вами налаживают связь. Прежде чем программу, вброс этой программы сделать в ваше пространство. Поэтому потом уже программа эти каналы, понимаете, новые подключает к вам. Короче говоря, вот тематику вы поняли с темными. Рыбу, слушайте, рыбу понесите в дар роду. Рыбу, ребята, рыбу. Ну и давайте вам тоже на оккультном таро подсказки на Йоль. Тайны вам рот какие-то откроют, откровения будут, я же сказала уже. Здесь, знаете, как открытие определенных знаний, как земных вопросов о прошлом, будущем, настоящем, почему, что, как, кто вам делает, для чего, зачем, как пример. И также здесь открытие себя и связи с теми же ангелами-хранителями, архангелами, с высшими. Но и с темными нужно поработать, ребятки. Вот так вот второй вариант, белые камушки для вас. Будут пестрить события на Йоль. Ну, кому легко, как говорится, да?
Благодарю вас за просмотр, ребята. Оставляйте ваши комментарии, лайки, дизлайки, делитесь впечатлениями. И желаю вам добра этого мира. Пока-пока. Итак, третий вариант. Голубые камушки, я вас приветствую. Теперь смотрим вас. Что же там на июль вас ожидает и какие ритуалы нужно провести. Поехали. Начинайте все новое, новое сотрудничество. Так, здесь вопрос выбора, ребят. Опа. Здесь человек, который может очень хорошо манипулировать и своими, и чужими эмоциями и чувствами, по дьяволу к вам может подкатить. Такой манипулятор нехилый. Значит, смотрите, во-первых, идем во все новое. Там, где ваш проект, если кто-то туда лезет, будьте аккуратны. Не сотрудничайте с людьми, которые вам неприятны. Не сотрудничайте с теми, которые навязываются. И выбирайте из двух то направление, к которому у вас лежит сердце. Даже если вам кажется, что это сейчас, ну, пипец, как невыгодно и по деньгам, и вообще и куча еще, но то, куда лежит сердце. Чтобы заниматься любимым делом. Не нужно на двух стульях пытаться усидеть. Выберите уже одно и двигайтесь туда. Так, что по ритуалам? И здесь у вас тоже с водой, с чашами. Но здесь, знаете, как больше вот мне идет, как омовение, да, то есть чистка через ванну с определенным, ну, ритуалы, короче, есть. Именно тоже через воду. Сейчас посмотрим, что у вас там. Да, вот не хотят, кто-то не хочет, чтобы вы шли в новое. Кто-то не хочет, чтобы вы человека своего встретили, чтобы вы занимались любимым делом. Так, с атамами, с ножами работаете. Раз. Козла в жертву приносить, конечно, не надо, но есть чистка. Связанная с этим животным. Больше не скажу. Ведьмины бутылки делайте, либо же заказывайте у практиков, у мастеров. На яблоко ритуалы поделайте, потому что здесь хотят вас именно как-то вот вызывают. Вас вызывают. Короче, во-первых, уводят от вашего истинного пути. От вашего плодородия, которое вам посылает ваш род. На новый путь вы встали в своей жизни. А вот это вот что-то кто-то хочет, вы знаете, как вот вызывает. Вот говорит, ты давай туда не ходи, ты мне свой ресурс мне, короче, неси, да, давай-ка влюбись или что-то в этом роде. А почему не хотят, чтобы вы туда пошли? Ну, потому что, блин, не достанутся ваши ресурсы кому-то. Ребят, здесь начало магии. Занимаемся магией, короче говоря. Чужие проблемы на вас вешают. А вам от рода уже было послание, говорят, ну, предупреждают, что, ну, с прошлым завязывай, с вот этими деструктивными личностями тоже. Как бы здесь четкое вам послание, чтобы вы шли в просветление, да, давайте так, занимались магией, были практиками.
Абстрагируйтесь от чего-то или от кого-то. Закройте все пути дороги этому человеку в вашу жизнь. Да, вы уже получили знак о том, что удача теперь на вашей стороне и вам прет. И вот кто-то хочет вас сбить с этого курса. Может, по-другому не получается на вас воздействовать. И попробуют, да. Там какой-то человек подлый. У него проблемы возможно, с органами правления, с теми же ментами. Возможно, даже, вот, знаете, как в погонах люди идут, но это я уже сказала, менты. Ну, знаете, что тут идет? Как-то так странно, и больница. И, короче, разные ситуации. У него там по сердечной чакре ему бахнуло хорошо. Он кому-то, видать, обращался за договорами, да. Против вас работал. Короче, ну, вот он вас и вызывает, этот товарищ. По любви, может, и бывший. Вот смотрите сами, кто вашу любовь хочет заполучить. Уже сказала, ведьмины бутылки. Тоже открытие дорог, чтобы ваши начинания никто не мог украсть, забрать, ваш путь себе перехватить. Атамами поработайте, со свечами, атамами и с яблоком ритуалы проведите. Вот как-то так, третий вариант. На Йоль у вас. И давайте. Что у вас тут на Йоль? Ребят, здесь четко, конкретно, короче. Давайте-ка уже идите в практику, да. Начинайте чистки там и тому подобное. Почему? Потому что, смотрите, какая выпала карта. Скажем так, ну, кто и демонов называет, да, изображение тут. В общем, здесь после Йоля начнет оборот, такая ситуация, когда пойдет восстановление ваших почеств и достоинств, которые были у вас украдены. Возможно, элементарно вы могли, вот не получалось у вас нормально построить, ну, поставить свою речь, да, в отношении с другими людьми, или вот что-то вот было такое. Вот это уйдет. И смотрите, здесь еще так интересно будет, короче, вот то, что у вас утрачено, к вам возвращается, а тот, кто у вас это украл, честь и достоинство и почести ваши у вас крал, вот от него они и будут забраны. Так что смотрите, у кого резко пойдет провал после Йоля из ваших, кого вы там в окружении держите, с любовью, с любовной тематикой связано, вот того и нафиг с пляжа я тут ляжу из своей жизни и вперед в новое начинание. Возможно, вы здесь на курсы вообще записались, да, какие-то. Вот, поэтому вам род подскажет, где ваше счастье, где путь к вашему счастью после ритуала. Возможно, даже покажут этого человека. Так что вот так вот, голубые камушки. Благодарю вас за просмотр. Удачного вам праздника. Оставляйте ваши комментарии, делитесь впечатлениями. И желаю вам добра этого мира. Пока-пока.